Бог никогда не писал религий. Религии писали люди. Страх писал. Одиночество писало. Желание порядка в хаосе тоже писало. Люди строили леса вокруг горы, чтобы было удобнее на нее взбираться. А потом забыли. Забыли, зачем строили эти леса, и стали поклоняться этому лесу, построенному из своих собственных догм. Они договорились, какие молитвы правильные, какие неправильные. Как будто ветер, который дует в ущелье, может быть неправильным. Как будто шум волны океана, шум прибоя может быть еретическим. Люди создали Бога по своему образу и подобию. Рассудительного, гневного, требовательного. Люди судили о Боге по себе. И поселили его где-то там, далеко-далеко, за звездами, чтобы было куда обращаться с жалобами и просьбами. Чтобы там, где-то на небесах, был кто-то, кого можно во всем винить. И кто простит, если правильно ползать и стоять на коленях. Но Бог никого не прощает. Бог никого не винит и не обвиняет. Бог никого не судит. Бог даже не любит в том сентиментальном смысле, который люди вкладывают в это слово. Бог просто существует. Бог просто есть. Он как закон тяготения. Ты можешь его отрицать, ты можешь о нем не знать, но ты разобьешься, если шагнешь с крыши. Бог – это не надзиратель. Бог – это само пространство, которое окружает всех нас, в котором все мы падаем, поднимаемся или взлетаем в небеса. Прямо внутри себя. Потому что Бог – это сама ткань этой реальности. И ее основание, и ее вершина одновременно. Христианство, ислам, буддизм, веданта, суфизм – все религии – это просто языки. Один описывает Бога как Отца, другой как возлюбленного, третий как пустоту, четвертый как блаженство. И люди спорят. Спорят о том, чей словарь точнее, чей словарь истинный. Люди убивают друг друга за грамматику, а Бог молчит. Молчит и смотрит. Смотрит на всех нас. Потому что Бог – это не слово. Бог – это не слово в словаре или в священных писаниях. Бог – это то, что происходит с каждым из нас. С вами, когда все слова заканчиваются. Когда умолкает последняя молитва. Когда умолкает последнее слово, когда умолкает последняя мысль. И в этой тишине только тогда вы слышите. Вы слышите свое собственное сердце. Это и есть Бог. Рай – это не сад, а ад – это не огонь. Рай – это качество внимания, а ад – это качество иллюзии, качество человеческого сна.
Да-да, прям ты. Ты в аду, когда спишь наяву, принимая проекции своего страха за реальность. И ты, да-да, именно ты в раю, когда просыпаешься на мгновение и видишь, это стол, это чашка, это вздох, а это выдох, это боль, а это радость. И все это священно. Все это и есть Бог, играющий в форму, играющий в плотность, играющий в твою историю. А теперь я скажу так, как есть. Бог никогда не просил вас нести свой крест на Голгофу. Бог никогда не просил людей молиться или делать намаз. Вы сами все это придумали. Вы сами сколотили этот крест из своих собственных ожиданий, своих собственных обид, своего чувства вины, своей жажды страдания, как доказательство духовности. Но на самом деле все это просто спектакль. Ваш собственный спектакль. Спектакль, который давно пора закончить. Потому что ты, да-да, именно ты не раб Господа. Ты не слуга. Ты – это сын или дочь, созданный по образу и подобию Его. Ты – это Его продолжение. Ты – это Его взгляд, которым Он смотрит сам на себя и на весь окружающий мир. Рука, которой Он касается сам себя. Твоя святость не в том, чтобы заучить наизусть молитвы или псалмы, а она в том, чтобы, поднося ко рту ложку супа, осознавать чудо. Вот оно. Я – это вечность, которая кормит себя через эту форму, из ложечки, через эти руки, через это внутреннее чувство голода. Счастье, любовь и свобода – это не награда за духовное и хорошее поведение. Это твоя собственная природа. И нет никого в этом мире, кто должен был бы их достигать или заслужить. Потому что все, что нужно сделать, это просто перестать их блокировать своими собственными страхами, обидами, завистью, тщеславием. Перестать думать стереотипно. Перестать верить в догмы. Идея о том, что ты грешен, должна сначала очиститься. Все это просто ярлыки, блоки, которые блокируют внутри тебя истину, твой собственный внутренний огонь, который уже чист, который уже свят, потому что ты никогда не был грешен. Ты всегда был свят. Потому что ты всегда был свободен. Свободен как дух, свободен как душа.
Ты это не тело. Тело – это только скафандр, который ты носишь. Из чужих слов, из чужих описаний, догм. И ты просто не решаешься его снять, потому что тебе страшно. Страшно стать тем сияющим огнем, которым ты всегда был. Посмотри на свою ладонь. Да-да, прямо сейчас. Видишь линии, линии судьбы. На самом деле это не просто складки кожи. Это карта рек, которые текут прям в Боге. Сожми свой кулак, почувствуй его силу. И вот в чем правда. Это не твоя сила. Это сила Бога, сжатая в точку под именем «Ты». А теперь разожми свой кулак, открой свою собственную ладонь и отдай. Отдай миру то, что у тебя есть. Даже если это просто твоя улыбка незнакомству. И в этот момент ты не в прихожей, ты не в предбаннике, ты в самом сердце своего собственного дома, в раю, про который ты думаешь, что он где-то там. А в раю нет никаких стен, потому что Бог был всегда, везде. И в тебе тоже. Потому что дом или рай – это не место. Это состояние, в котором ты понимаешь, что все стены, все описания, все слова – это просто иллюзии. Потому что на самом деле ты всегда был дома. Ты всегда был в раю. Прямо здесь, прямо сейчас, на земле. Потому что ты и есть этот дом. Потому что ты и есть храм. Царствие Божие внутри вас. Ты и есть храм Божий. И внутри тебя горит огонь. Горит огонь через твои собственные глаза. И все, что нужно, это просто их открыть и посмотреть на самого себя и на окружающий тебя мир. И увидеть Бога. Увидеть Бога в зеркале, в своем собственном лице. Оглянуться вокруг и увидеть Бога в лицах других людей. Увидеть Бога во всем. Всегда. Везде. Вот и весь выбор. Можно продолжать разглядывать иконы в прихожей. Или просто развернуться и увидеть, что за твоей спиной нет никаких икон. Нет никаких стен и границ. Есть только бесконечное пространство вечности и бесконечности. И ты стоишь прям посередине, в его центре, как храм Господа. Потому что это центр везде, где ты находишься. И это пространство смотрит на себя через твои собственные глаза. И иногда оно себя узнает. И это узнавание и есть ты. Потому что ты и Бог – это одно и то же. Счастье, любовь и свобода – духовное
души человека природа. Нет высшего в этой жизни наслаждения, чем прям внутри самого себя, своего внутреннего света и Бога достижения.